coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, дорогие товарищи, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру «Кризис в Кремле». Вот он, съезд КПСС, на том же месте остановился, я нечаянно просто нажал на книжку, из-за этого мы сразу на следующий ивент перешли. Вот. И еще сейчас играет музыка, она будет постоянно повторяться, потому что я не хочу, меня задолбали постоянные обвинения в авторских правах, из-за этого извините, но я ничего поделать не могу. Начинается очередной съезд Коммунистической партии Советского Союза. Повестка дня самая обычная. Отчетный доклад ЦК, отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии, прения по докладам, обсуждение насущных вопросов жизнедеятельности партии на современном этапе и выборы в ее руководящие органы. На этом съезде мы обязаны удержать утвержденные нами позиции. Здесь мы также можем обрушить карательный меч партии на тех, кто нас беспокоит. Умеренных, потому что вот, против умеренных. Ряды ваших противников существенно прирежены. Я сделал это, потому что не хочу давать слишком сильную власть консерваторам и умеренным. Точнее, консерваторам, потому что если я запрещу умеренных, консерваторы все эти проценты получат и будут в большинстве. И они будут нам постоянно мешать. Это прям неимоверно большой урон по нам нанесет. Ну и у нас почему-то проблемы с Прибалтами и Россией. А вот с остальными республиками вообще все охренительно. Ну ладно, держимся пока что. Пока что живем. Живем и процветаем. Нефтяной кризис. Состоялось очередное заседание министров нефтестран ОПЕК, на котором были подтверждены принципы отказа от квотирования и согласования цен, вследствие чего цены на нефть падают быстрыми темпами, что в свою очередь может навредить нашей экономике. Эти действия были сделаны арабскими шейхами Саудовской Аравии и Катара под давлением США. Хотя наносит сильный удар по самим же нефтедобывающим странам, членам ОПЕК. Мы просто обязаны отреагировать на этот подлый удар. При поддержке наших союзников тормозить понижение цен на нефть. Мы и наши союзники всеми силами тормозили падение цен на нефть, пытаясь даже торговать в убыток за более крупную цену. И даже получили некоторый успех. Однако Запад и Китай очень недовольны. Цены на углеводороды упали почти в 2 раза, но хотя бы смогли стабилизироваться. Ну и что мы делаем? Госстат. Конечно, можно увеличить, но я бы хотел, чтобы нефть чуть-чуть побольше приносила. Так, больше она не увеличивается, тогда побольше будем добывать. Вот так. Чтобы деньги получать. Мы, конечно, можем еще... Так, кто тут еще? Ну, везде у нас проблемы. Блин, по всей стране проблемы что-то пошли. Так, у нас вот он. Так, наш соцблок. Мы видим. Мы всех принимали. Я за кадром кое-что сделал. Единственное, что я сделал, я принял сюда Сирию к себе. Я решил использовать силу. Пока у нас есть в Госстате деньги, я решил ее принять к себе. Потому что это полезно. Вот. Так мы хотя бы получили хоть какую-то поддержку. Конечно, Иран мы не получили к себе полностью под контроль. Ну что поделаешь. Ну что же будем делать? Денег у нас нету. Продолжаем сидеть. Недовольство интеллигенции. Деньги придется давать им, потому что у нас недовольство по стране почему-то огромные просто. Все же нормально было. Стоило мне только один ивент прожать. Один ивент прожал, и сразу все фигово пошло. Почему, непонятно. Так, может, еще уменьшим добычу нефти или увеличим? Нет, не сможем. Где, конечно, деньги, непонятно. Станция «Мир». «Мир» — пилотируемый научно-исследовательский орбитальный комплекс, получивший выход в свет благодаря протекции Романова. Однако 1984 год уже давно позади, и многое поменялось. Стоит ли нам выводить ее на орбиту? Выводим мир, но старые станции мы содержать не можем. Базовый блок станции был выведен на орбиту, в дальнейшем за 10 лет планируется вывести еще 6 модулей. В то же время старые салюты были выведены из использования. Так как у нас просто нехватка денег. У нас нет денег на такое. Окончание 5-летнего плана. Очередной 5-летний план близок к концу, и теперь нам надо
задать условия для осуществления следующего пятилетнего плана. Если вы считаете, что показатели плана малы и государство может получить еще больше, увеличьте план. Если считаете, что государственные запросы слишком высоки, то планку плана можно опустить. В ином случае вы можете оставить все как было раньше. Оставить все без изменений. Выполнение плана продолжается. Для осуществления первого нового плана мы были вынуждены выделить часть финансов на нужды административного аппарата. Письмо Сахарова. В 1980 году один из создателей советской водородной бомбы, академик А.Д. Сахаров, был сослан из Москвы в город Горький за свои попытки публичного оправдания советских диссидентов и протестов против ввода наших войск в Афганистан. Сейчас же Сахаров обращается к вам в письме с обещанием сосредоточиться язык заплетается. Сосредоточиться что ж такое? Сосредоточиться Сосредоточиться на научной работе и прекратить общественные выступления. Если поездка жены для лечения будет разрешена, с одной стороны, отмена ссылки будет расценена как в мире, так и в партии как смягчение борьбы с инакомыслием в СССР. С другой стороны, диссиденты могут почувствовать себя более безнаказанными и активнее продолжать вредительство и осквернение нашего строя. Создать из диссидентов ученых шарашку. Сахаров, конечно, великий ученый, но он в политике он вообще полный ноль. Он даже отчасти больной, потому что если почитать его конституцию, это буквально приводило к развалу страны, если эту конституцию привести в действие. Письмо Сахарова привело вас к мысли создать из ученых-диссидентов закрытую шарашку, где они трудились бы на благо Родины в обмен на социальные преференции и помощь их близким, как это было при Сталине. Воссозданная экспериментальная шарашка начала свою работу. На Западе это оценили проявлением реакции кровавого режима. 23 рубля в казне. Вот и появляются бабосы. Вот начали появляться деньги. Слава тебе, Господи. Госстат, конечно, слабый. Мы можем помочь Индии передать вооружение и войну за Кашмир? Сила армии маленькая. Почему? Непонятно почему. Ну давайте тогда потратим на... Так, давайте нет. У нас проблемы с порядком именно в стране. Что-то очень все фигово. Давайте тогда соцрасходы увеличим вместе с... Тьфу. Ну и госмеханизм еще. Увеличим еще сильнее давление на диссидентов. Может, получится все-таки урегулировать ситуацию в республиках. А то такое положение меня очень не устраивает. Религиозное воспитание. Несмотря на все меры по продвижению идеи научного атеизма, религиозные идеи все еще очень влиятельны в обществе. Вам предлагается совершить очередной шаг в освобождении всех сфер жизни, в жизни граждан от влияния религии. В частности, запретить вовлекать детей в религиозную жизнь и запретить любые мероприятия религиозной направленности с их участием. Это должно ослабить влияние религии, но, возможно, имеет смысл несколько смягчить политику в отношении верующих, чтобы ослабить напряженность между церковью и государством. Издать новый законопроект о религии. С 1 января следующего года родителям СССР будет категорически запрещено всякое завлекание или понуждение несовершеннолетних к участию в религиозной жизни. Под запретом окажутся любые мероприятия религиозной направленности для детей. Также родителям запрещается внушать детям религиозные убеждения и заставлять их одеваться в религиозную одежду. В новом документе говорится, что если родители оказываются не в состоянии защитить своих детей от религиозного влияния, и дети не хотят учиться в обычных школах, то родители обязаны отправить их в специализированные коррекционные школы для исправления. По моему мнению, этот закон хороший, потому что я против того, чтобы детей отправлять вовлекать в религию несовершеннолетних вовлекать в религию, вот как.
Потому что, по моему мнению, это... Так не должно быть. Человек должен быть именно уже сформировавшимся, совершеннолетним хотя бы. И только тогда он имеет право выбрать, идти в религию или нет. Но не с младенчества заставлять их именно выбирать, можно так сказать. Точнее, вовлекать их в эту религиозную жизнь. Так, мы можем помочь Индии? Нифига. Радикальная оппозиция. КГБ против повстанцев. Еще, как я и говорил, я умеренных оставил, потому что, как говорится, разделяй и властвуй, потому что я не хочу отдавать слишком много силы, давать именно этим консерваторам, потому что они получат большинство. В буквальном смысле они будут уже в большинстве в партии, и это меня не радует. Давайте, порядок должен быть восстановлен уже. Мы можем помочь Индии? Война за Кашмир? Не можем. Так, что в Афганистане? В Афганистане 58% контроля. Но оставим пока что так как денег у меня нет. Новый уровень угрозы. А вот теперь мне нужно отдавать деньги америкосам. Вот тебе и задница. Задница пришла, как говорится, незаметно. Да, цена на нефть вообще упала до неимоверности. Антиалкогольная кампания. Проводить ценовую политику. Госстат. Деньги есть, можем ввести, если захотим. Но я бы потратил бы эти деньги на что-то другое. Ну, хотя бы часть из них я бы ввел вот сюда вот. Вот так. Ну и чуть-чуть потратил бы на обеспечение солдат хотя бы. Хотя, что у нас там с наукой? Так, пошли глянем по стране сводку. Все лояльно, оппозиция нормально, правопорядок вообще хороший, доход населения нормально, доступность медицины все нормально, реализация умов нормально, доступность образования что-то слабо почему-то. ВПК тяжпром нормально, производительная мощь тоже нормально. Ням-ням-ням. Приписки слабые, коррупция тоже. Блин, почему все так хреново, я так и не понял. Давай тогда я не знаю, что мы сделаем. Ну давайте реально армии поможем. Армия. Давайте потратим 70 давайте на обеспечение, но все остальное я кидаю в Госстат. Будем страну спасать от банкротства. Свердловский полковник, видный партийный деятель, бывший первый секретарь Свердловского обкома, который значительно улучшил местные показатели по жилплощади и снабжению, а также добился постройки метрополитена по рекомендации Лигачева, теперь выдвигается на роль кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. Решающее слово за вами. Заблокирую, точнее, создать комиссию по тщательной проверке. В ходе всесторонней проверки деятельности Ельцина на посту первого секретаря Свердловского обкома комиссия обнаружила приписки в ряде показателей по снабжению области. Однако общие показатели были положительными. Но в приеме в кандидаты Политбюро было отказано. Потому что кандидат в Политбюро должен быть кристально чист. Мы можем помочь Индии войну за Кашмир? Не можем никак. И до сих пор у нас куча проблем. Почему у нас так все плохо с лояльностью в республиках? Я так и не могу понять, почему. Ливийские бомбардировки. В начале 80-х отношения между Ливией и Соединенными Штатами Америки серьезно ухудшились. Причиной этому стали многочисленные обвинения администрации Рональда Рейгана в сторону Муаммара Каддафи, который, по их заверениям, поддерживал международные террористические организации. В декабре 1985 были проведены террористические акции возле офисов израильских авиакомпаний в Вене и Риме. США обвинили Ливию в организации этих акций. После этого отношения между странами обострились еще сильнее. Впоследствии, после взаимных обстрелов, американская сторона решила нанести точечные авиаудары по административным точкам Ливии. Каддафи является одним из наших наиболее значимых союзников в Северной Африке. Советский Союз должен что-либо предпринять. Однако, если мы поддержим Ливию в этом конфликте, то наши и без того нестабильные отношения с США похолодают. Заступиться за Ливию в обмен на рост нефтяных цен.
Советский Союз выступил против американской агрессии и направил силы ВМФ к ливийским берегам. В советских СМИ развернулась кампания по поддержке Муаммара Каддафи, а на крупных предприятиях прошли акции под лозунгом «Руки прочь от Ливии». Затем между странами был подписан контракт о поставках в Ливию продовольствия, медикаментов, вооружения. После внешнеполитического давления СССР Соединенные Штаты были вынуждены свернуть операцию и отвести свои корабли из территориальных вод Ливии. Каддафи поблагодарил советское руководство за помощь в борьбе против американского империализма и отправил заявку на вступление в СЭФ в качестве наблюдателя. Также ливийская страна обязалась снизить добычу нефти, тем самым искусственно завысив на нее цену, что должно укрепить наше положение. Тем самым мы можем даже чуть-чуть, мы получим больше денег с нефти. Вот и хорошо. Ну а Ливию мы никак не можем к себе затянуть. Да, нужны деньги. А на это у нас нет денег. Пока что. Можем войну за Кашмир? Не можем. Продолжаем сидеть на месте. Нетрудовые доходы. Товарищ Совет Министров предлагает принять постановление о мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами. Но с другой стороны, некоторые партийцы утверждают, что оно слишком жестоко и не соответствует духу социалистической свободы и равенства. Принять полностью? Вчера, потому что человек должен получать за труд именно деньги. Зарплата и деньги должны получаться за труд, а не за спекуляции и за деятельность форцовщиком, можно так сказать. Вчера была многократно усилена борьба с нетрудовыми доходами, контроль за исполнением чего был передан партаппарату, и в то время как форцовщики и нелегалы попали под массовые облавы, мелкие торговцы и местнические мастеровые также были арестованы и направлены на трудовые работы. 10 рублей. И куда мне эти 10 рублей, скажите мне? Давайте Ливию к себе затянем, что ли. Теперь Ливия с нами. Конечно, можно еще и Йемен, но это деньги нужны, которых у нас нету. Да, 20 минус. Ну, 20 рублей из Госстата, это плохо. Это плохо. Давайте дальше. Недовольство интеллигенции. Деньги. Московский горком, товарищ видный партийный деятель Егор Лигачев выдвигает верного работника партии товарища Ельцина на должность первого секретаря Московского горкома. Но так как Москва это наша вотчина, что же будем делать мы? Заблокировать его кандидатуру. Кандидатура Ельцина была заблокирована нашим товарищем, великим руководителем. Первый секретарь Москвы должен быть кристально чист и иметь многолетний стаж, чего пока у Бориса Николаевича не наблюдается. Продолжение разрядки. Товарищи, сторонники разрядки предлагают нам организовать новую встречу с американским президентом в Рейкьявике, Исландия, где договориться о сокращении ракет средней и дальней дистанций. Американская же сторона планирует также обсудить афганский вопрос. Поехать и пойти на уступки лишь по ракетам. В ходе переговоров обе стороны решились на сокращение ракет дальней и средней дистанции. Тьфу, средней дальности. Дальней и средней дальности. Советский Союз также взял на себя обязательства на добровольном большем сокращении ракет. Это нужно. А теперь мы можем деньги потратить. А мы можем Индии войну за Кашмир? Так и не можем до сих пор. Почему, непонятно. Куда нам эти деньги кидать теперь? Можно, конечно, их потратить на гражданские техи и все остальное, но что у нас с экономикой? Коррупция сильно растет почему-то. Ну давайте тогда все деньги в Госстат кинем. Кинем все деньги в Госстат, потому что что-то слишком сильные проблемы у меня с ним. Блин, зря надо было деньги потратить на ОСПР. Мы же ОСП, я хотел ССПР вести. Шпионы в посольстве. Сегодня к нам пришел министр иностранных дел СССР и доложил, что США выдворяют со своей территории 25 наших советских послов, обвинив их в шпионаже. Но мы же этого не признаем или не провоцируют, если шпионы были. По данным КГБ, наши шпионы все же присутствовали среди послов.
Так что советское правительство в лице нашего лидера выразило извинения перед американцами. Надеемся, что это не выльется в низкопоклонство. Честно говоря, что-то очень не надо тут именно говорить, что шпионил только СССР. Это холодная война шпионила, а также и, например, Соединенные Штаты тоже шпионили. Из-за этого что-то там обвинять Советский Союз в шпионаже очень глупо. Отношения на минимуме у меня с Францией вообще. Но нам нечего просто делать. Углубление разработок СОИ. Президент США начал выделять большие суммы денег на программу космической обороны СОИ. Докладывают нам наши агенты. В программе СОИ предусматривается использование лучевого, электромагнитного, кинетического, сверхвысокоточного оружия, а также нового поколения ракет Земля-космос, воздух-космос. Но тут ничего не предпринимать. В то время как американцы тратят еще больше средств на разработку СОИ, Советский Союз никак не реагирует на это. Среди генералитета и солдат пошли слухи о недальновидности руководства. Ну и пофигу. На это нам как бы, правда, все равно. Пускай делают, что хотят. А мы потратим деньги лучше на СПР. Хотя я хотел бы и возрождение селекции, и генетические эксперименты вести, если бы были бы деньги. Так мы приписки уменьшим. Теперь приписок будет еще меньше. Что и хорошо. Мы можем помочь Индии? Да, можем. Давайте сохранимся здесь тогда. Сейв. Сейванемся, если можно. Нормально, сейванулись. Продолжаем. Частное предпринимательство. Реформаторы предлагают разрешить свободный мелкий частный бизнес на территории СССР в виде артелей, кооперативов т.д., ссылаясь на отсутствие там эксплуатации человека человеком и их необходимости для подъема советской экономики. Ваше решение? Отказать. Так как работали эти кооперативы и артели? Они 2 года не облагались налогами, а потом их закрывали. Тем самым государство просто не получало ничего, а эти спекулянты богатели. Заявив, что частный бизнес — это антинародный капитализм, наш руководитель не принял предложение реформаторов. Никакого, как говорится, никакого капитализма у нас не будет. Вообще. Так, теперь можно еще вообще ГОСТ увеличить. Но мне кажется, лучше кинуть на гражданские технологии, чтобы побольше очков опыта получить. Ну и образование потом поднять. Наш агент вербовка. Сегодня в США был завербован Элдрич Эймс, переведенный в отделение, курировавший операции на территории СССР, благодаря чему Эймс получил доступ к личным данным американских агентов в СССР. В старые времена Элдрич периодически уходил в запой и впадал в депрессию, утверждая, что разочарован тем, какой перед ним предстала американская внешняя политика. Однако теперь он сможет помочь нам всего за некоторую сумму денег. Завербовать и использовать полностью. Различные источники приписывают ему разоблачение от 12 до 25 агентов ЦРУ, в том числе генерал-майора ГРУ Дмитрия Полякова, полковника КГБ Алексея Кулакова, Владимира Пегузова и подполковников Валерия Мартынова и Сергея Моторина и так далее. Тем самым мы еще сильнее ударили по противникам нашего режима. Мы еще сильнее увеличили нашу силу. Скоро победит Индия, и мы сможем завербовать еще одну страну в соцлагере. Вот и хорошо. Потом надо будет, когда-нибудь скоро мы сможем все-таки и Сирию, и Ирак к себе забрать. Забрать к себе Ирак, Сирию, Индию к себе затянуть. И Афганистан когда-нибудь, но это будет еще не скоро. Практика штрафбатов. Афганская война отнимает слишком много ресурсов у нашего трудового государства. Некоторые товарищи нам предлагают вспомнить практику Великой Отечественной и принять решение, по которому каждый заключенный сможет уменьшить свой срок, отвоевав определенное время в Афганистане. Конечно, управлять ими и следить за ними будут специальные служащие КГБ.
Прекрасная идея. Часть заключенных возвращается в Афганистан досрочно и уже обстрелянными. Однако система работает, и мы смогли привлечь дополнительные ресурсы против исламистов. На Западе это уже назвали возвращением к кровавому сталинизму. Ой, как же смешно слышать обвинения американцев и Запада в тирании, хотя они сами этим промышляют. И в очень хороших масштабах. Все спокойно. Деньги поперли. Смотрите, как деньги-то прут. Деньги-то прут как? Прут как ошалелые. Можно, конечно, давай отправим оружие. Потратил я деньги? Да, 10 рублей потратил. Ладно. А теперь все эти деньги мы пустим на укрепление нашего положения. У нас очков науки мало. Мало очков науки. Куда лучше кинуть? Ну давайте госмеханизм. Только госмеханизм. Госмеханизм прям в огромном количестве будем спонсировать. 250 давайте. 250 рублей на госмеханизм. Можно еще спецслужбы поднять, но я бы госстат увеличил. Потому что часто именно с этим госстатом огромные проблемы. Новый уровень угрозы, как я и говорил. Начать разрядку. Как говорится, мы потеряли еще бабла. Мы потеряли деньги. Больше 50. Очень много денег. Но зато скоро Индия победит наконец-то в этом Кашмире, и мы поддержали Афган. Тем самым мы еще сможем когда-нибудь их примирить. После победы за Кашмир там мы сможем Афган скоро взять себе под контроль. Почему у нас такие проблемы вообще с республиками? Почему? Не могу я понять до сих пор. Мы же увеличили соцрасходы. Сколько у нас соцрасходы? У нас социальные расходы больше 50. Госмеханизмы КГБ на огромном финансировании. Мы можем легко их утихомирить. Подожди, а что у нас с КГБ? Сила КГБ. Давай проверим КГБ. Лояльность КГБ, сила КГБ. Конечно, можно будет чуть-чуть погодя, я хочу потратить их на то, чтобы утихомирить Россию. Утихомирим Россию, потом все остальные республики. Чтобы немножко упрочить свое положение. Так, продолжаем сидеть. Все спокойно. 30 рублей еще в плюс. Нормально. Что с КГБ? КГБ. О, лояльность, огромная сила тоже хорошая. Давайте-ка я... Устранить неверных. Нормальненько мы получили Россию к себе под контроль. Вернули. И потратим мы все эти деньги в госстате, конечно же. Потому что нам нужен госстат. Нам нужно госстат повышать. Все идет довольно-таки хорошо. Скоро мы Индию к себе затянем. Реформаторы пытаются вас изолировать. Недовольная часть служителей государственного аппарата приняла решение, что вы являетесь угрозой для государства, вследствие чего они осуществляют попытку вашей изоляции на даче, где вы отдыхали. Использовать КГБ. Специалисты КГБ начали штурм здания правительства одновременно с вызволением вас в Москву. Путчисты сложили свои полномочия собственноручно. Блин, это сильный удар по КГБ. Ой, как сильно КГБ-то упало. Ой-ой-ой-ой-ой. Хреновы, путчисты хреновы. Но зато мы, Россия нам лояльна. Недовольство интеллигенции. Деньги. Госстат падает очень быстро. Блин. Что ж так все фигово-то? Че с Индией? Ты закончила конфликт? Нет еще. Поскорее бы. Ладно, продолжаем сидеть. Выборы в Корее. В Республике Корея впервые за почти 40 лет военного авторитарного кровавого режима начинают свободные демократические выборы. Среди ведущих кандидатов, в которых есть сторонник более либеральных свобод, как во внутренней политике, так и во внешней, в частности в отношении с КНДР. Мы можем воспользоваться этим и негласно профинансировать их. А также надавив на КНДР начать кампанию по примирению двух Корей, тем самым еще больше наладив почву под предвыборную кампанию Ким Дэ Джуна. Мы не можем ничего сделать. Сыграв на раздробленности оппозиции, РОДУ, генерал и участник прошлой военной хунты получил 35,9% голосов, тем самым став новым президентом страны. Ну, извините. Антиалкогольная кампания. Проводим.
Проводим ценовую политику. Получили мы почти 60 рублей. О! По республикам все спокойно, наконец-то они стабилизировались. Наконец-то страна стабилизировалась. Так, давай. Страна почти стабилизировалась наконец-таки. Давайте вот МИД, откроем МИД. МИД. А миграционная политика, железный занавес в рамках ОВД сделаем. Чуть-чуть откроем границы, чуть-чуть. Теперь на что надо потратить деньги? Теперь на что нам надо потратить бабосы? Ну, честно говоря, я бы Госстат потратил, потому что Госстат нам нужен прям. 50 рублей и еще 10 в придачу туда. Тем самым теперь американцы не смогут нас задушить. Ирано-иракский конфликт. Товарищ, многолетняя война между исламским Ираном и диктаторским Ираком перешла в стадию оппозиционной и временно затихла. США пока еще никак не отреагировали на это. Как отреагирует на это СССР, учитывая, что в Иране у власти исламисты, а Ирак первым развязал агрессию в этой войне, заручившись одобрением американцев? Начать военную операцию в Ираке. Наш флот и спецназ начали военную операцию у Персидского залива, выгодав время начала контрнаступления иранской армии. При подкупе местных чиновников и вооруженным восстанием коммунистов и других оппозиционных сил власть Саддама Хусейна пала. Руководство перешло к Переходному совету, который сформировал коалицию Иракский национальный конгресс во главе с коммунистической партией. Тем самым мы получили еще себе и Ирак. Теперь с нами и Иран, и Ирак. Вообще нормально. Скоро мы победим. Деньги у нас есть, денег у нас нет. Мы не можем ничего. Честно говоря, я хочу поскорее просто увеличить Госстат хотя бы до 400, чтобы, ну, вы знаете что. Может уменьшить цены? Нет. Давайте увеличим добычу. Хотя нет, не будем. Ну что ж, сидим дальше, сидим, пердим, как говорится. Что у нас еще происходит? Че? Все нормально? Я думаю, скоро мы можем уже заканчивать. Мы довольно далеко продвинулись. Смерть Громыка. Товарищ, уважаемый руководитель, сегодня после продолжительной болезни скончался один из ранее влиятельных и известных среди советского государственного аппарата и народа политиков. Кем-то порицаемый, а кем-то восхваляемый. Как же мы отреагируем на столь прискорбное событие? И прискорбно ли оно? Замалчивать о его смерти. Смерть одного из ранее известных политиков СССР прошла без какой-либо огласки, за исключением небольшого коммюнике по Советам министров СССР, опубликованного в подвале «Правды» малым шрифтом. Никто даже толком не узнал, что он умер. Не то что о его похоронах на Новодевичьем кладбище, прошедших максимально скромно. Скоро его начнут забывать шаг за шагом. И тем самым умеренных вообще практически не осталось. Отлично. Умеренные решились главного своего сторонника. Все деньги кидаем в Госстат, скоро мы начнем политику. Скоро мы сейчас привлечем Йемен. Йемен, кого еще можно привлечь к себе? Можно, конечно, но это попозже. Скоро тут победа будет. Но я не знаю, кого тут можно поддержать. Денег у нас не так много. Хотя, честно говоря, я потратил бы их на что-то другое. На исследование, например, если была возможность. Деэскалация напряжения. Товарищ, встреча с западным послом позволила нам выявить, что с их стороны ведется прощупывание почвы на возможное прекращение деятельности войск НАТО и УВД на территории Европы. Мы готовы намекнуть им, что мы согласны? Что согласны? Дать ложную надежду. Наши дипломатические представители также намекнули на возможное принятие подобных предложений. Запад в ожидании. Реформаторы пытаются вас изолировать. КГБ, КГБ, страшный КГБ. Когда же мы наконец... О, да, и теперь Йемен. Гражданская военная ПСЭФ. Почему ПСЭФ нельзя? Под просоветским. Ой-ой-ой. Что-то я размечтался. Я размечтался поддержать Йемен. Новый уровень угрозы. Вот теперь американцы нас душат. Тем самым мы потеряли бабосы.
Больше мы увеличить не можем добычу? Не можем. Обидно. Академия наук. Я бы, конечно, возрождение селекции бы сделал. Массовое... Ну, я скоро сделаю это. Сейчас будем скоро... Мы в науку лезть будем. Африканский Че Гевара. По нашим сведениям, готовится государственный переворот, направленный против Тома Санкары, который радикально разрушил родоплеменной уклад и начал проводить широкие социалистические реформы. Переворот устроил его соратник, министр юстиции Бле Компаор, заявив, что Санкара ставил под угрозу международные отношения с Францией и с соседним Кот-д'Ивуаром. Мы не можем никак, не можем, у нас нет возможности помочь Санкаре, придется помочь Компаора. Мы поддержали заговорщиков, режим Санкары был свергнут, а сторона вошла в нашу сферу влияния. Ну, как ни прискорбно, Санкара, конечно, очень великий, он великий человек, это никто не смеет отрицать. Но, черт возьми, ой, это просто, ну, как сказать-то... Он великий, конечно, он очень многое сделал для своей страны, но, блин, он был, блин, свергнут своими же соратниками. Он провел очень хорошие реформы. Если вы углубитесь в свою историю, вы очень удивитесь, узнав, сколько он успел сделать за свою жизнь. И правление, разумеется. Ждем денег. А вот они и деньги пришли. Так, Индия победила? Индия не победила до сих пор. Ладно. Что мы сделаем тогда? Ну, давайте тогда экономику поднимем еще. Нет, нам нужна наука, нам нужна наука. Нам нужна наука. Нам нужна наука. Будем сейчас науку поднимать. Военные технологии, все технологии сейчас будем поднимать. Индия еще не победила. Ладно, сидим, ждем. Деньги появляются, сейчас будем потихоньку выделять деньги на науку. На научную деятельность нашей дорогой страны. Только надо следить за коррупцией, чтобы она сильно не возросла. ЖЭК надо помочь. Что тут этот? Самореализация хорошая. Экспорт вообще, конкурентоспособность хорошая, коррупция маленькая. Давайте будем больше денег выделять. Возможно, получится все-таки. Все спокойно. Продолжаем сидеть и очки подкапливать. Смерть Гришина. Товарищ, уважаемый руководитель, сегодня после продолжительной болезни скончался один из ранее влиятельных и известных среди советского государственного аппарата народа политиков, кем-то порицаемый, а кем-то восхваляемый. Как же мы отреагируем на столь прискорбные события? Замалчивайте его смерти. Тем самым консерваторы еще сильнее упали. Так, МВД. Получаем контроль. Теперь мы можем еще что-то сделать. Свобода искусства. Политически правильное искусство. А, нет, у нас нет денег. Отношение к религии, всесторонняя борьба с религиозным опиумом. Правильно. Контроль СМИ, конечно, надо было вот этот. Политическое правильное искусство. 15 очков не хватает. Надо вести. Полезно очень. Деньги появились. Ну что ж. Давайте. 80, давайте образование до 100 доведем. Образованными. Будем мы образованными людьми. Давайте тогда новые НИИ, еще возрождение селекции можно херануть. Все спокойно. Очки прям растут быстренько так прям. А теперь можно, давайте, возрождение селекции. Бам-бам, бахнем. И высокоточное оружие. Ты-ды-дыщ. 18 рублей. Поднимем тогда компьютеризацию, хотя можно и гражданские технологии, внедрение медицины. Так, что у нас с Индией? Индия победила? Индия до сих пор еще не победила. Так, может, давайте поможем Афгану. Отправить оружие. Давайте помогать Афгану, сейчас мы победим. Мы сейчас его примем. Я скоро еще удар по террористам сделаю при помощи когда мы победим. И Афган будет нашим. Абсолютно нашим. Лысевковщина.
В стране идут обширные споры о верности генетики как науки. Часть чиновников вместе с частью научного мира и даже духовенством выступают против генетики, считая это лженаучным и противоречащим как материализму, так и религиозным догмам, выступая с позиции Лысенко и требованием вновь начать гонения против генетики. А мы начать преследовать лысенковщины. Преследование лысенковщины. Вот так вот. По стране прошлась кампания против новой лысенковщины. Часть ученых лишилась своих степеней. Я попросила покормить кошек. Сейчас, хорошо. Часть чиновников отправили в отставку, а остальные признали свои ошибки и открестились от борьбы с генетикой. Победа, товарищи! Приветствую, так мы вернулись. Давайте еще чуть-чуть доиграем и все. Так, деньги есть, давайте. Все спокойно. Деньги пришли. Это помогло прям очень сильно, нам прям помогает. Принять в сейф. Почему? Ай, нету этой. Нам осталось еще чуть-чуть, и мы сможем победить в Афганистане. Давайте еще один день. Новый уровень угрозы, как я и предполагал. Да, по нашему густату это, конечно, немножко уба. Инфляция 10, почему? Больше нет, это уменьшит деньги от добычи нефти. Почему, непонятно. Все спокойно. Так, Индия в сейф. Блин, нету, очков. Как Афган. Когда же Афган можно поддержать, наконец-то? Ладно, потратим эти деньги мы тогда на науку. Все в науку, будем вкладывать. Все в науку. Все в науку. Компьютеризация. Все спокойно. Все спокойно. И у нас появились деньги. Принять в сейф. Теперь и Индия в сейф. И нам даже не пришлось тратиться. Охренительно. Все, скоро мы сможем ударить по террористам и уничтожить их. Навсегда. Так, давайте. Что еще? Что еще хотел? Ах, да, МВД. Я же хотел контроль СМИ. Свобода искусства. Политическое правильное искусство. Отношение к религии, все нормально. Оливек, ты покормишь? Они поедят галькорм, пожалуйста. Армейская доктрина наращивания, а практика военного времени не получится. Ну ладно. Что мы еще можем? Ну теперь деньги можно еще раз пустить их на гражданские техи. Чем больше у нас наука, тем лучше. Чем быстрее мы накопим эту хренову 1000 очков, тем быстрее мы ведем ОГАЗ. А ОГАЗ нам нужна. Президентские выборы в США. Мы не вмешиваемся. Так, давайте прочту. В Соединенных Штатах Америки намечаются проведение президентских выборов, и мы можем попытаться повлиять на них, на их результаты. Конечно, если отрыв между кандидатами будет слишком велик, мы ничего не сможем поделать. Но если нет, тогда у нас есть шанс. Кандидатами на этих выборах же являются республиканец Джордж Буш, продолжитель внешней и внутренней политики Рейгана, и демократ Майкл Дукакис, губернатор штата Массачусетс, известный как технократ и сторонник либерализации внутренней политики и распространения прогрессивной экономической реформы. Массачусетское чудо на всю страну. Перевес явно на стороне первого, но, может быть, предсказуемый кандидат не лучший кандидат? Нет, не вмешиваемся. В ходе президентских выборов в США с результатом в 53,4% голосов, 426 голосов и 426 голосов выборщиков победил республиканец Джордж Буш, продолжитель политики Рейгана, в то время как Буш умело использовал в свою пользу популярность Рейгана. Предвыборная кампания Дукакиса была отмечена рядом провалов и резкой критикой с республиканской стороны, в основном, впрочем, лживой. Например, настоятельное требование открыть медицинскую историю Дукакиса и намеки на его некое
психиатрическое заболевание. Новый президент пообещал не повышать налоги американскому населению. Однако кажется, что он не сможет сдержать данное обещание. Это стало третьим подряд сокрушительным поражением кандидата от Демократической партии и еще раз подтвердило приверженность большинства американского общества курсу на противостояние с Советским Союзом. Ничего мы не можем с этим поделать. Так, мы можем помочь Афгану? Когда же мы поможем Афгану наконец-то? Мемуары великого князя. Вышедшие в 30-е годы мемуары великого князя Александра Михайловича Романова, дяди Николая II, рассказывают о его жизни во время революции, гражданской войны и после. В них он анализирует ситуацию, глядя на свое прошлое прагматично и патриотично, приходя к выводу, что Ленин и большевики спасли Россию от развала и превращения в западную колонию, убедительно рассказывая о действиях белых руководителей и их союзников, здраво считая, что у России не было бы шансов остаться суверенной без большевиков, заканчивая мемуары его признанием в сочувствии большевикам по прошествии стольких лет, несмотря на то, что они расстреляли 3 его братьев. Странно, но что их не опубликовали у нас. Выпустить книгу на полке. Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своей собственной сообразительностью. Они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России. Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали своих босоногих добровольцев к священной борьбе против Советов. А с другой стороны, на страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, апеллируя к трудящимся всего мира. Новая книжка поступила доступна всем советским гражданам в книго-торговой сети, государственных библиотеках, став бомбой среди диссидентских кругов, что вызвало среди них раскол. Однако дальнейшее падение оппозиции зависит только от ваших действий. Тем самым мы еще сильнее укрепились. Поздравляю вас, товарищи. Теперь мы можем еще начать поддерживать дотации повстанцам. А, нет, у нас денег нет в Госстате. Давайте больше денег в Госстат выделим. Я буду теперь больше денег в Госстат выделять. Что-то нефть упала чуть-чуть, ну да ладно. Мы можем уже помочь Афгану? Нет, до сих пор не можем. Давайте, я хочу просто конец войны в Афганистане застать. Может получится? Будет интересно. Если успеем мы. За это все-таки успеем именно закончить эту хреновую войну. Культ кибернетики. Пик расцвета культа кибернетики пришелся на 50-е годы, когда молодые умы и ученые мечтали о построении автоматизированного и роботизированного кибернетического будущего, способного обеспечить реальный коммунизм. Однако движение начало свое падение после повсеместной критики одного из его видных деятелей Китова и нападок со стороны Хрущева и движимой им партии. Конечно, с приходом Брежнева нападки прекратились, однако другие идеи заняли мысли советских людей, а правительство не спешило помогать кибернетикам возрождаться. Лишь с конца 70-х начались подвижки в сторону повсеместной автоматизации, но во время Андропова партия обратила свой взор на китайские экономические эксперименты вместо них. Однако времена Андропова прошли, а культы космонавтики, Че Гевары и Баама уже не занимают умы масс, в то время как вы обратили свой взор на автоматизацию. Так, может, пора возродить забытый, но все еще современный культ кибернетики? Блин, не можем. Пусть все идет своим чередом. Отдельные группы кибернетиков продолжают свои тщетные попытки составления плана ОГАЗ. А их видный представитель китов присылает вам письмо с попыткой достучаться до вас, дабы вы повернули свой взор на внедрение ОГАЗ в стране. Вам решать, следовать совету или нет. Нужно, конечно, но у нас, нет очков науки до сих пор. У нас до сих пор нет вот этих очков науки. Я бы с радостью уже ввел ОГАЗ, но у нас нет 3000 очков науки, которые почему-то нам все еще не пришли.
Блин, поскорее бы эту дотационную политику вести. Ладно, давайте побольше увеличим. Вот так. Оставим все вот так вот. Восстание 888. После того, как вы, страдающие от экономического упадка и голода, вы изолированы от всех стран мира, Бирме, правительство провело неудачные экономические реформы, в стране начались массовые волнения, переросшие восстания. Так продолжается уже год. И отставка лидера страны ничего не меняет. Власть в государстве готовы взять военные с целью возвращения жесткого контроля над страной. Договориться с военными и поддержать их. После встречи с генералитетом в Бирме был осуществлен государственный переворот. Возглавивший страну Госсовет по восстановлению закона и порядка осудил деятелей прошлого режима и заявил о построении настоящего социализма. В страну уже прибыли наши советники и большая финансовая и трудовая помощь. Бирма авторитаризм, но она в нашей сфере влияния. Ну, неплохо. Ждем, когда у нас наконец-то накопятся эти хреновые очки. Хотя, честно говоря, я бы увеличил сейчас медицину, образование, чтобы получше было все. Новый уровень угрозы. Опять американцы хреновые. Как же вы задолбали постоянно тырить у меня бабосы. Постоянно тырить деньги. Антиалкогольная кампания. Проводим, разумеется, эту антиалкогольную кампанию. И все деньги сейчас пойдут на другие цели. А именно Госстат. Я сейчас Госстат поднимать буду. Всеми силами я сейчас буду поднимать Госстат, чтобы начать дотационную политику республикам. Афганский вопрос. Некоторые деятели партии поднимают вопрос об окончании срока участия советских войск в операции в Афганистане, так как боевые действия там длятся около 10 лет, а сама война экономически затратна. Но с другой стороны, это американцы и исламисты под боком. Ваше решение. Увеличить контингент для победы. Советский военный контингент был увеличен в разы. Были введены силы ВВС, спецчасти, регулярная армия. Американцы и весь Запад уже объявили это военным вторжением, тогда как наши части продолжают успешное наступление. Однако исламисты пересекают афганскую границу, перебивая толпами из Пакистана, уже во всеоружии. Без уничтожения их лагерей на западе Пакистана эта война может превратиться в аналог вьетнамской. Так, 80%. Отравить вооружение и удар по террористам. Почему? Ну победа же в Кашмире. А договора о дружбе нет, что ли? Почему? Как это нет? Я что ли что-то напутал? Кажись, я дуралей что-то сделал. Реформаторы пытаются изолировать. КГБ. Так, давайте. Госстат. Деньги. Договор о дружбе. Почему договор о дружбе-то слетел? Что там, 70%? Почему у нас такая слабая поддержка в Китае? Мы не можем. Мы не можем, победить в Афганистане из-за этого. Просто охренительно. Ой, давайте внедрение образования увеличим тут уж. Что уж тут. Так, если уж так, то давайте тогда дотационную политику повстанцам. Опять что ли что-то не так? Госстат. Денег нет, недовольство интеллигенции. Направить деньги. Ленинаканское землетрясение. Катастрофическое землетрясение магнитудой 6, 8, 7 и 2. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть Армении, охватив территорию с населением около 1 миллиона человек. Были разрушены даже медицинские учреждения. Давайте из резерва. Деньги из резерва были выделены, последствия были исправлены благополучно. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень все хреново с Госстатом. С Госстатом все просто очень хреново. Черноморское столкновение из-за различных подходов к исчислению 12-мильной зоны территориальных вод в Черном море произошло столкновение между 2 американскими и 2 советскими кораблями. Заметьте инцидент. В ходе переговоров представителей государств столкновение было замято и к обоюдной выгоде.
Перестройка, выборы. Наши товарищи предлагают начать подготовку и постепенно внедрить альтернативные выборы в Советы народных депутатов, что позволит партии получить свежий взгляд на ситуацию в стране и обеспечить омоложение рядов и простимулирует появление новых инициатив. Также благодаря этому наш народ сможет активно участвовать в политике, что, как считают инициаторы данных реформ. Есть истинно марксистская позиция. Покарать ревизионистов. Сегодня на очередном съезде КПСС был осужден любой ревизионистский отход от принципов марксизма-ленинизма. А новая антипартийная группа была исключена из состава КПСС и высланы за пределы Москвы. Вот и хорошо. Теперь все деньги мы будем кидать в Госстат, чтобы его поднять. У нас до сих пор... О! Наконец-то! Договор о дружбе. Блин, 400 не хватает. Чуть-чуть не хватает. Новый уровень угрозы. Твою мать. Блин, с КНР хорошие отношения хочу. Хочу хорошие отношения. Политические конкуренты. Теперь, когда мы укоренились. Умеренным. Сторонники умеренных реформ были подвергнуты политическому давлению с использованием компромата. Умеренные фигуры слабеют. Вот так вот мы еще сильнее укрепили наше положение. Никаких умеренных в правительстве. Больше денег, давай. Будем поднимать Госстат. Я сейчас попытаюсь победить в Афгане. Шансы победить у нас есть. У нас есть шансы победить, надо всего лишь накопить эти все-таки деньги. Все спокойно. Давай. Дайте денег. Все деньги в Госстат просто кидаем. Надо еще 40. 70. 80. Так, должно хватить. А с наукой у нас все хорошо. Деньги пришли? Да, деньги на месте. Как я и предполагал. Да, договор о дружбе с Китаем можно заключить. Китай. Договор о дружбе. Удар по террористам. Афган наш. Принять СЭФ. Охренительно. И мы на этом можно уже и закончить. Доступ к рынку КНР скоро можно будет сделать. Мы победили в Афганистане. Юху! Наконец-то эта война закончилась. И теперь мы не будем получать дебафы. А Госстат наш полон да нельзя. Нас американцы никак не забьют. Охренительно, товарищи. Это великая победа. Теперь у нас Афганистан полностью един. И Пакистан обкекался. А, можно еще, но это потом. Ну ладно, ну смотри, с соцлагерем все нормально. Смотрите, демократизации вообще нет. Все республики лояльны на 100%, ё-моё. Так, ну, я думаю, можно уже заканчивать. Мы можем еще что-нибудь сделать? Я еще проверю. Нет, ничего мы не можем, как не обидно. Генералиссимус, мы все это не можем. Будем думать потом. Ну что ж, я думаю, пора нам уже завершать этот выпуск. И он завершится победой в Афганистане. А в следующей серии мы наконец-таки, я думаю, скоро победим в холодной войне, потому что у нас все шансы. Афган мы победили, мы скоро будем финансировать социалистические революции по всему миру. И уничтожим американцев. И скоро и СОИ внедрится. У нас очень быстро растут очки науки. Скоро мы внедрим УГАЗ. А УГАЗ — это полная победа советской науки. И мы избавимся от коррупции вообще. И попрошу вас, товарищи, пожалуйста, нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Что вам это делается? Это все же 2 минуты. А так вы еще и канал поддержите. И видео будете первыми узнавать. Лайк поставьте, если понравилось. Распространяйте в социальных сетях. Пишите комментарии. Я постараюсь на все ответить и учесть критику, если она будет. И с вами, товарищи, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.